блины с домашним заварным кремом или японские дораяки с воздушной начинкой. Отличный воскресный завтрак для всей семьи, либо превосходный десерт на праздничном столе. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. Для приготовления крема вливаем в кастрюлю с толстым дном 250 мл молока. Туда же кладем 20 грамм сливочного масла. Оставляем нагреваться на плите. В другой миске смешиваем 50 грамм сахара, 20 грамм крахмала, у меня кукурузный, 1 чайная ложка ванильного сахара и 3 яичных желтка. С помощью венчика получается гладкая однородная смесь. Молоко не кипятим, нагреваем его примерно до 60 градусов. Достаточно нагретое молоко с маслом вливаем в подготовленную массу. Венчиком при этом смешиваем продукты. Переливаем обратно в кастрюлю. Постоянно помешивая, доводим смесь до кипения и загустения. Провариваем еще около минуты и снимаем с огня. Огонь должен быть не выше среднего. Крахмал должен хорошо завариться и ни в коем случае не прикипеть. Перекладываем готовый заварной крем в миску. При желании пропускаем его через сито. Затем накрываем пленкой в контакт и оставляем крем до полного остывания. Его можно приготовить с вечера. Он прекрасно загустеет и настоится за ночь в холодильнике. Для теста в миску разбиваем 4 средних яйца. Добавляем 70 грамм сахарного песка и пакетик ванильного сахара 8 грамм. Венчиком перемешиваем до растворения сахара. В пену взбивать не нужно. Еще добавляем 2 столовые ложки меда. К муке в количестве 170 грамм добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Просеиваем сыпучий к основным ингредиентам. Венчиком замешиваем довольно густое блинное тесто. Оно получается однородное, без комочков. По консистенции оно всегда отличается. Зависит это от влажности муки и размера яиц. Готовое тесто накрываем и оставляем постоять 10 минут. По истечении 10 минут вливаем 30 мл воды. Мое тесто в этот раз получилось слишком густым. Я добавила воды 60 мл. Тесто должно быть не жидким, но и не слишком густым. Выпекаем дораяки на разогретой сухой сковороде на минимальном огне. Процесс не быстрый, но стоит того.
Поверхность блинчика должна покрыться дырочками и стать матовой. Только потом его нужно переворачивать на другую сторону. Еще буквально полминуты и снимаем со сковороды. И так поочередно все 8 или 10 оладьев. Зависит от диаметра и размера выпечки. Получаются глянцевые и очень аппетитные вкусняшки. Заварной крем хорошо остыл и стал густым. Начиняем дораяки кремом и защипываем вокруг по краю. Радуйте себя и своих любимых. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!